Смотрите, как прикольно выглядит на машине у меня. Классно. Паучок себе дом свил. И дождик капает, и получилась вот паутина с капельками. Ребята, всем привет! У нас будет новый вложик с вами. В общем, сначала хочу вам показать наши приключения с той недели. Это было в четверг. Да, я была на больничном всю неделю, потому что была простывшая, я себя плохо чувствовала, у меня была температура в начале недели. И в четверг у нас произошли вот такие вот приключения. А что приносит Божья коровка? Ой, ты куда? Успех? Удачу? Что ты приносишь? Давайте ее выпустим. А то же она тут задохнется, и кушать ей тут нечего будет. Иди сюда. Давай. Молодец. Ребята, всем привет. Теперь уже и от меня лично. А то тут Божья коровка. Вот. Короче, время у нас без 10:02. И я сегодня не работаю. Я всю эту неделю была на больничном. Я была простывшая. Но у меня по голосу еще немного, наверное, слышно, потому что нос еще заложен. Вот. И горло еще немного так шкребет. Но все равно уже намного лучше, чем было в начале недели. У меня температура была, у меня состояние такое, не очень прикольное было. Голова, как у меня болела голова, аж вот так вот все в зубы отдавало. У меня все десна вот туда, вот, челюсть, короче, все выламывала. Не прикольно, короче, было. Вот. И сейчас мы едем с мамой. Крестной мама едет на своей машине, потому что у нее там еще свои дела, а я уже с ней не поеду. Вот. И едем к ней, потому что она тоже сделала себе операцию на желудок. Будет тоже теперь худеть. Единственное, у нее, как бы она тоже хотела, как у меня, вот этот байпас, но у нее там по состоянию ее организма, да, так скажем, не получилось сделать байпас, и ей сделали шлаух. И поэтому, как бы немножко отличается, да, но суть вообще та же самая. Похудение есть похудение. Главное, все сделано, все прошло. Хорошо, она уже дома. И мы вот сейчас поедем, приготовим ей супчик. Потому что там тоже после операции, как бы диету, да, надо соблюдать определенное питание. И мы как бы ей поможем, потому что у нее все на работе. И мы ей ездим, помогаем, готовим ей кушать там, то в магазине берем. Все-таки как-никак мы знаем уже, да, что нужно, как нужно. Я вчера уже с вами поздоровалась, сказала, что мы едем к моей крестной, к Любе, да, что мы едем делать супчик. Мы ей сварили там на самом деле супчик тыквенный. Просто тыква, картошечка. Пару этих брокколи я туда закинула свежих на куриной грудке. Это все, чтобы он не жирный был. Сварили прям чуть-чуть, капелюшечку соли я добавила. И все. То есть как бы больше ничего. Это все потом миксером, потом через сито еще раз процедили, чтобы там не было никаких комочков. И все, супчик готов. Он легко, просто, вкусно. И для нее это очень сытно. Вот. Но я не знаю, поняли вы нет, по моему интерьеру, так скажем. Мы находимся в больнице еще со вчерашнего вечера. Пока я была у крестной, Элли забрала Даню из садика, и они поехали на детскую площадку. Это я, по-моему, тоже рассказывала. И оттуда мне Элли начала присылать видео, что у Дани плечи как будто... Так, приходил врач. Элли мне прислала видео, у него как будто вот эти плечи, они вот так дергаются, и выглядит, как будто у него это выходит оттуда вот эта кость, да, вот как идет вот это плечо, кость, и вот эта кость. И это выглядит, как будто оно у него вылазит, и он опять это вставляет. Как-то вот так. И такие подергивания, да, такие как рефлексы получаются. Я думаю, ладно, дай, сделай потише, пожалуйста. Спасибо. И как бы это так выглядело странно. Я думаю, ладно, может что-то, как мышечный спазм какой-то или еще что-то. Говорю, давай понаблюдаем. И вот она мне присылала оттуда видео, говорит, нет, это не перестает. Я думаю, ладно, лучше перебздеть, чем недобздеть, да, как говорится. Мы поехали в больницу, они его посмотрели туда-сюда, говорят, мы так ничего не можем сказать, да.
То есть надо сделать проверки. Оставайтесь, говорит, на ночь здесь, мы понаблюдаем за ним ночью, и завтра утром начнем ЕЭГ делать. Это как электроды, ему такие подключили на всю голову со всякими этими, и проверяли, как у него работает мозг, его рефлексы, там вот это внутри все. Потом светили ему светом, открыть глаза, закрыть глаза, там подышать как-то. Ну, в общем, ждем теперь это. Потом взяли вчера еще кровь у него. Приходили еще сегодня разные врачи. И вот теперь ждем, ну, как бы ортопед, да, назначил ему еще сходить сделать рентген обоих плечей, чтобы проверить, ну, нет ли там каких-то повреждений, а то, может, он упал, да, как бы и повредил, и поэтому оно у него теперь выскакивает, а он это вставляет обратно, и поэтому это так выглядит. Но странно, что, ну, как бы с обоих сторон. И они его посмотрели, говорят, ну, у него, типа, он очень гибкий, да, типа, у него все это выгибается туда-сюда. Я говорю, ну, это же ненормально, что это вот вчера так резко началось. Ну, то есть, как бы непонятная какая-то фигня происходит. Но я надеюсь, что это действительно просто что-то там с этим, ну, как бы, ну, что-то такое несерьезное, что-то не связано как-то с головой там или еще что-то. Хотя он ведет себя нормально, у него все хорошо, он говорит, что это не больно, то есть его ничего не тревожит, у него все замечательно, кроме вот этого вот. Ну, да, будем, короче, смотреть, что будет дальше. Она сказала, что, в принципе, сделаем рентген туда-сюда, сейчас все эти анализы придут. Если там ничего такого не будет, то, в принципе, можно пойти домой. Они дадут направление, к какому там врачу надо будет идти. И, в общем, ну, не знаю, но мы с этих больниц в последнее время не вылазим вообще. Он лежит, у него все хорошо. Вот всю ночь вот этот аппарат у него был подключенный. Сегодня ему уже кучу вкусняшек подарили. Вчера тоже. Вот эта игрушка, шлумф, ну этот синий, не знаю, как они на русском называются, тоже ему сегодня здесь уже подарили. Вот когда мы ходили на эту процедуру ЕЭГ, там ему подарили за то, что он так хорошо, ну как бы соблюдал там все, что ему говорили. Даня? Как у тебя дела? Хорошо. Его кто-то покусал. Видите? Там еще шоколад, конечно, у него. Он завтракал. Ну и вот такие вот пятна. Кстати, надо помазать. Давай помажем Вилетой. Мы тут уже позавтракали. Даня поел, я поела. Взяли 2 булочки, съели с ним по одной половинке и налопались. Вот это, кстати, клубничное молоко какое-то, что-то типа того. Будь здоров, мой хороший. И что-то это не понравилось ему. А вчера мы еще здесь вот лепили. Это Элли с Даней лепили, это цыпленок на... Или кто это, птичка сидит? Вот это я не знаю, кто. Даня, это кто? Вот это. Sonne, die ich gemacht habe. Кого? Sonne. Зона? Нет, ну это же не зона, это что-то животное какое-то. Ja, животное. Да, и самолет у нас здесь. Самолет, я. One more time and one more night without your hands, without me in your arms. Looking back, I wonder why I didn't show you how deep is my love. Let's talk about love. Tell me, what do you like? Tell me, where do you wanna see me naked? Let's talk about love. Tell me, what do you like? Tell me, what do you like? La 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 la. Let's talk about. Я что-то и забыла совсем. Нам тут принесли кушать. Как бы я заказывала лапшу, да, с томатным соусом. Но я так попробовала. Мы привыкли как? В лапшичку добавлять сливочное маслице, вкусненько. Томатный соус из пачки. У нас это никто не любит, да, вот этот готовый.
Капусточка вкусненькая. Салатик я поела. Есть еще вот такие 2 пудинга. Я их тоже не ем. И по идее здесь должна была быть курица с картошкой. Но здесь оказалась рыба с картошкой в соусе. Да? Мне рыбу нельзя, у меня слишком много йодов, ну, как бы в организме. И мне нельзя морепродукты. Все, что, где много йода. И поэтому хорошо, что Даня у нас любит. И вот он теперь кушает. Я не знаю, у меня там, в принципе, еще есть половинка бутербродика. Вот я его, наверное, сейчас съем. И капусточка. Все, съел рыбку? Открыть пудинг? Ja. Drückst du auf die 2? Wir müssen in die 2. Genau. Ходили сейчас на рентген к ортопеду. Что у меня за уши, вы это видите? И там, и там. На рентген ходили, к ортопеду ходили. Короче, от одного к другому врачу ходим. Налево? Danny? Wir müssen nach links? Genau. Как у тебя дела? А? Хорошо. Хорошо. Ну, пошли. В общем, как-то все так. Сегодня у нас уже прошла неделя, сегодня четверг уже опять. И все эти симптомы остались, но мы уже сходили 1 раз на физиотерапию. И пока непонятно, в ноябре у нас только будет МРТ, выписали ему, ну, в общем, пока ничего не понятно. Но вот сколько у меня знакомых, да, в плане там медицины, с разных сторон, там физиотерапевты, домашние врачи, там или детский врач, или в больнице, невропатолог, ортопед, все говорят одно и то же, что это похоже на мышечный спазм. Скорее всего, он где-то стрессанул, где-то перенервничал, и у него где-то что-то защемило, и это нужно просто, ну, как бы убрать, да. Я, если честно, не понимаю, где он мог так сильно стрессануть. Единственное, на что у меня падает, как бы, такое мое подозрение, это у него в этом году в садике ушли все его друзья, с которыми он играл все эти года в детском саду, в школу. А он один остался, и он очень долго не хотел ходить в садик. И он прям, ну так, плохое у него настроение было, он не хотел туда идти, я даже как-то вам это рассказывала, да. Но мне тоже нужно на работу, это тоже как бы социальная часть жизни, которую нужно пройти. Единственное, вот на что я могу сказать, что, может быть, он там в этот момент стрессанул, и это теперь как-то вылазит боком, да. Он как бы сейчас нашел себе там новых друзей, но это не настолько для него друзья, как это были те, да, то есть с теми ему было интереснее, он действительно бежал в садик, они меня ждут, мои друзья, мама, пошли, а сейчас все равно нет-нет, но у него проскакивает, что он не хочет идти. В общем, не знаю, будем разбираться, искать причину. Я надеюсь, что это не прям вот что-то такое серьезное, да, потому что нам еще дали направление проверять генетические заболевания там некоторые, да. Но туда не так просто получить термин, как я уже поняла. Там я звонила, ну, их немного таких мест, где такие делают тесты генетические. И в некоторых местах сказали, что у них на год вперед запись. Нашла там пару, есть в апреле и есть в марте, ну, то есть тоже через полгода. И написала еще в одну клинику. Посмотрим, да, как бы, что оттуда ответят, но там уже мне пришло email в ответ, то есть трубку там вообще не берут, что ждите в течение 4 недель, если мы вам не ответим, то как бы, ну, напомните о себе еще раз, типа, чтобы мы вас не пропустили, не забыли. Вот. И потом, когда нас выписали, через день, как награждение для Дани, мы съездили в детский магазин, он себе выбрал машинку на пульту, я ему купила, и потом мы поехали к Андре родителям в гости, и там пошли у них в парк с животными, и вот это вот я тоже вам сейчас покажу. Hard to get to know me better than the lies. No way I'd let you slip
by. You said there ain't no reason, but I sit here every day, waiting for the moment I won't feel like I should stay. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. Can we watch it fade, fade away? Can we let it fade, fade away? We'll take it day by day. Can we watch it fade, fade away? Nehmen wir den mit? Ja. Aber meine Frisur hält gut. Ja. Hello. You said that you've been searching, silencing your mind, trying to be patient, but running out of time. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. You said there ain't no meaning, I just wanna understand everything that led us here, the teardrops when I hold your hand. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. Can we watch it fade, fade away? Can we let it fade, fade away? We'll take it day by day. Can we watch it fade, fade away? В общем, вот так вот это все прошло с этими обезьянами. Вообще круто. Нам там очень понравилось. И сейчас, я уже сказала, у нас четверг. Я ушла с работы пораньше, потому что у меня сегодня контроль. 2 года после операции. 2. Вот. И сейчас пойду, зарегистрируюсь. Мне тут присылали кучу бумаг по почте, которые мне нужно было заполнить. И пойду, сейчас будут измерять мне мышечную массу и так далее. Я надеюсь, меня ругать не будут, потому что в последнее время я спортом не занималась. Фитнес у меня стоит, абонемент в фитнес-клубе на паузе. Ну, в общем... Помните, как раньше часто в этом зеркале я вам снимала видео, ездили на теорию, да, там на эти занятия по похудению,
на спорт ездили. И вот после этого всего уже прошло, ну, после операции 2 года, а после этого спорта, теории еще больше. Время летит. Блин, только что была офигенная погода. Ну, как бы прохладно, да, но нормально так. И вышла я только на улицу, как начался дождь. Теперь пойду под дождем. Хорошо, у меня зонтик есть, машину брать не хочу. Потому что, ну, как бы возле клиники очень тяжело всегда парковаться. И все везде платно. А мне подфартило, что я даже нашла и бесплатное место. Ну, ничего, прогуляюсь пешочком. Сейчас через Нотфаль, наверное, пройду. И как раз супер. Точно, если я пройду через скорую помощь, так скажем, отделение. Да. Знаете, вот сколько я провожу времени в этой больнице, мне, по сути, можно уже здесь начинать работать, потому что я знаю, где какое отделение. Я знаю, где какие врачи, я знаю, как туда пройти по-быстрому. Looking for a shade when it's hot, I've been low key and I'm trying to stop. Goddamn, feeling good. Yeah, but when